Всем привет, друзья! Это серия новогодних рецептов от канала Пир Есть. Сегодня у нас дичь. Это косуля. Спасибо большое, огромное нашим друзьям из Екатеринбурга. Они нам передали это обалденное мясо. Будем готовить из него рагу, или как, я не знаю, как еще назвать, в стиле том-ям. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте включать колокольчик, а мы начинаем. На гарнир я решил приготовить чечевицу. Вот она у нас готовится, осталось 16 минут. Первым делом я подготовил, предварительно нарезал лук. Здесь 3 луковицы, нарезаем их произвольно. У меня, в частности, полукольца. На следующем этапе включаем плиту на разогрев, в частности наш казан. Тем временем подготовим чеснок. Я его предварительно почистил. Сейчас я его нарежу на вот такие вот кусочки небольшие. Нарезаем произвольно, так как это все у нас будет дело тушиться, поэтому нарезаем как можно крупнее. На следующем этапе займемся помидорами. Для этого нам понадобится блендер. Берем помидоры в собственном соку. У меня банка здесь 670 грамм. И делаем из него томатное пюре. Друзья, еще раз хочу показать это красивейшее мясо. Мясо было предварительно отмочено в течение суток. А вот это, конечно, у нас не косуля. Это сало. Отправляем его, чтобы оно у нас растомилось. И добавила дополнительного жира. Косуля, мясо очень нежное, вкусное. Но ему не хватает немногого. Это жира. За жир у нас будет отвечать сало и смесь подсолнечного масла. Невероятная ароматика сала. Это просто что-то с чем-то. Если у вас нету сала, а есть курдюк, отлично. Курдючное сало тоже будет отлично смотреться в этом блюде. Вытопилось, я его убираю. Но я его оставлю, его можно нарезать на кусочки, это будет отличная закуска крепким напитком. Добавлю немного подсолнечного масла. Вот так вот. Ну и отправлю первым делом лучок. К этой же поджарке я отправлю соус том-ям. Я его хочу немного прогреть, он даст неповторимый аромат, ну и вкусовую составляющую нашему рагу из косули. Класс, уже задышало совсем по-другому. На лучок для цвета идет обалденная копченая испанская паприка. Друзья, напоминаю, что от копченой паприки не только цвет, но и обалденный вкус. Всем советую. Друзья, руки в паприке, не буду мыть, очень красиво. Добавляю чесночок. Вот он у меня такой крупный. Размешаем немного. Невероятная ароматика. Уже пора включать вытяжку. Сейчас все это прогреем, и вы увидите красивейший результат. Друзья, все шикарно, зарумянилось. Прям вообще кайф, кайф. Далее добавляем туда пару веточек розмарина. Вот у меня розмарин такой. Отличный, шикарный. Дополнил ароматику томатами в собственном соку. Обалденные. Кстати, советую вам, друзья, использовать вне сезон. Лучше этого ничего не найдете. Никакая томатная паста вас не выручит. О, вместе с розмарином это так задышало. Просто что-то с чем-то. Друзья, и сразу же отправляем мясо косули сверху. Вот так вот. Так, у нас чечевица приготовилась, отлично. Мясо косули вот сюда сверху.
Это у нас мякоть, напоминаю, друзья. Далее стоит добавить немного воды. Вот у меня в графине вода, соответственно, я сейчас помою от томата. Вот так вот. Ух. Вот оно самое. Красота. Красота. Будем это все тушить на медленном огне порядка часа-полтора. Там далее посмотрим, включимся, я все расскажу. Друзья, ставьте лайк к этому видео, подписывайтесь на канал, не отключайтесь, будет вкусно. Будет реально вкусно. Друзья, самое время добавить немного лаврового листа для вкуса. Я использую 3 штучки. Вот один я уже положил в разные концы нашего казанчика, добавляем. Самое время посолить, у меня соль морская. Напоминаю, добавляем по вкусу. Можно еще. Если что, еще потом посолим, попробуем. А также для ароматики добавим немного черного перца. У меня, как обычно, свежемолотый. Накрываем крышкой и продолжаем томить. Напоминаю, у нас томиться будет наше блюдо в казане еще где-то 1:20. А там посмотрим по вкусу мяса. Не отключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Для вас, как обычно, секунда, а для нас это 1:20. Друзья, у нас все готово. Смотрите, какая чечевица. Она отлично приготовилась. Ей надо было всего 45 минут. Вот наша косуля. Кайф, она как протушилась вообще просто. Косуля том-ям. Имеет легкую остроту и аромат том-ям. Друзья, ну что, будем собирать наше блюдо. Для этого на гарнир мы добавим немного чечевицы. Посмотрите, какая она очаровательная. Друзья, это невероятно полезно и очень вкусно. Вам советую. Можно даже сделать вот так вот. Добавим мясо. Мясо, оно вот такое вот. Ой, какое красивое. Давайте еще кусочек там с чесночком. Просто сок. Чтобы это все было сочнее и вкуснее, добавим немного бульончика. Вот такая вот красота. Сейчас будем пробовать. Друзья, не отключайтесь. Друзья, наступает, как обычно, самый любимый момент. Наконец-то мы все приготовили. Давайте начнем с мяса. Посмотрите. Все готово. Все очень сочно и вкусно. Пробуем. Вкус просто невероятный. Косуля ни с чем не сравнится. Ароматика том-ям, она просто очень сильно чувствуется. Такая вот пряность тайских приправ и вкусов. Пробуем гарнир в соусе том-ям. Это блюдо можно смело приготовить как горячее на Новый год. Можно просто приготовить, если у вас есть косуля. Но если у вас нет косули, вы можете смело сделать то же самое из говядины. Друзья, пир есть, можно вкусно косулю том-ям поесть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Всех обнял, приподнял. Подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями. И охотники, мы все здесь. Давайте. Лайков поднакидайте.